Я напоминаю, я пожилой Пабло, блядь. Но есть нюанс. Вы мне не верите, уже 7 лет говорю. Ситуация на самом деле очень страшная. Показался. Я иду кормить волков, и ты идешь. То есть они вместе со своей женой любят наблюдать. До вас за километр слышно, дебилы. Они есть, они с нами, у меня контакт был. Покормила? Покормила. Ачивку дали? Дали. Миссия выполнена? Миссия выполнена. Так? Так. Тут это вам не там, а там это вам не здесь. Серег, что-то не смешно. Уберите у него мышку из-под руки. Но на самом деле моя бы реакция была абсолютно такая же. Скримак будет, отсосешь. Я разгадал все. Это засланный из ТикТака казачок. Это сказано в официальных источниках. Страшно, очень страшно, честно говоря. Правильно? Начнется. Здрасте всем, с вами как всегда я, Леха Хардплей. Дорогие друзья, не устаю вам повторять, что канал оптимизирован. В плейлистах теперь можете найти абсолютно все. В описании к стримам есть все. Господи Иисусе, я закончил, но заболел ангиной. Потому что много дней сидел, да, над всем этим кропотил в прямых эфирах на ВК Play. Так что теперь, как говорится, тут это вам не там, а там это вам не здесь. Правильно? Правильно. Значит так, все подписываемся на телеграм-канал, назад переподписываемся на канал. Надо только вам напомнить, ребят, что контента будет очень много, не пропустите, потом не будете, а я не знал, а я знал, потому что уже заброшки, все уже там, все, мне до переезда в студию осталось немножко, там... Да, и там и ролик готовится со студии, да, там хором и горгульи стоят, как у Галкина с Пугачевой, да, на даче. Они уехали, я говорю, дай-ка мне одну штучку, да. Ну так вот, сегодня смотрим 10 зловещих событий, которые лучше бы ты не видел. Но перед этим хочу вас поблагодарить. Хочу поблагодарить за переподписку на канал. Подписались и поставили колокольчик. Это первое. А второе, ребята, турниры Hard Play Cup возобновляются, и рад вам буду его анонсировать уже в конце сентября. Ну, ура! Тут салют такой. Да. Призовой там вообще забейте, там все хорошо будет, да, там. Вам понравится. А там, глядишь, за турниром, и это начнется, да. Ой, водороды! Нет! Вот это вот. Да? Харли. Нет? Может начаться, да. Так что всем напоминаю. Да, кстати, кто подписан на Бусти, тоже огромное спасибо. Ссылка в описании. Все, поехали, ладно, смотри. 4 августа 2023 год. Да. Двое друзей... Ссылку, кстати, на зомби Чеза оставил тоже внизу в описании, потом начнете. А где мне найти самый лучший канал по ужастикам? Вот, пожалуйста. Врывается в церковь, в которую многие Забыл. Вот сам говорю лайк поставить, а сам, да, надо поддержать. люди боятся зайти. Эта часовня была закрыта по неизвестным причинам, но некоторые полагают, что это могло быть связано с тем, что внутри с местным священником происходили странные вещи. Я раньше в новостях тоже, помните, проскакивало. Там где-то с одним священником тоже происходили странные вещи. У этих за бугром, представляешь? Странные вещи, да. Потом оказалось кто? Правильно. Стол? Да. Ситуация на самом деле очень страшная, поэтому да. Священнослужителей перевели в другую церковь из-за непредвиденных обстоятельств. Однажды ночью двое друзей решают посетить часовню с намерением взломать ее. Она была полностью запечатана в течение 3 месяцев. Друзьям было невероятно любопытно посмотреть, что там внутри прячут от всех. Но они не знали, что это была плохая идея. Смотрите. Поехали. Ты чё, это, прекрати. Показался. There's a light on.
The light's the everlasting На light. всякий случай я на упреждение In every сработал. church, it's always supposed to be on. It's freezing, actually. Ну чего там? Ты кто, ёпта? Гномик? Чего это? Жучки? Тараканчики? Oh my god, it smells. И так ровно насыпано, такой прям полосочкой. Ну, наверное, совпадение. Ну да. Прям вот, бля, вот кто-то вот прям, да. Oh my god. Try not to step on him. Попытайся не наступить. Ой, Надрачивают максимально. that was disgusting. Let's Два слона в посудной лавке. Заброшку в жизни никогда не пошел. На заброшку и в разведку, да. Потому что с такими вот ходить это... не наступи на него. Да вас за километр слышно, дебилы. Бабайку надо по-тихому подкарауливать. Хуякай. За волосы. let's go upstairs. И сразу на руку намотал, и так... Идиот! What's your face? Dude, you gotta be quiet. What the Oh my god. These things are everywhere. Да поняли, мы поняли уже. Чего там? Фонарем вперед посвети, дебил, а не под ноги. No, I hear something. Сейчас скримак будет, И запутался. I heard something. Да дайте с ноги по этому домику, ёпта, дурак. Сейчас что-то должно быть, сейчас двойной скример какой-нибудь вылезет. Блять. Давай поиграем, Фредди. Давай уйдем. Саша, мне страшно. Something. Но на самом деле моя бы реакция была абсолютно такая же. Если бы на моих глазоньках-то розовая дверочка в домик в игрушечный закрылась, ну немножечко можно было вот так сделать. Когда оба друга осматривают кукольный театр, дверь внезапно закрывается сама. В паническом безумии оба друга убегают. Они понятия не имеют, как дверь закрылась сама по себе. Еще более странное явление – шепот, который они слышали перед входом в эту церковную Очень забавная вещь. Я давеча, когда вот ходил на вот эти ваши заброшки-то, да? Да, и, собственно, пообщался с этими ребята, которые это, да, вот эти вот, ну, рисуют на заброшках разные. Да не эти, которые баллончиком рисуют, Саша плюс Маша. Нет, не это.
А эти, которые, ну ты понял, эти там какие-то звездочки рисуют. Я не разбираюсь, ребята, особо. Я человек простой, с Подмосковья, я не понимаю вот этих вот, что-то там красным, какие-то там звездочки, да, там буковка какая-то, не суть. Ну так вот, и, значит, да, у нас среди подписчиков есть такие эти, ну, которые, да, это, да. Вот, они мне, знаешь, что сказали? Они говорят, слушай, сынок, ты, говорит, когда замкадыш, ну, там жизни нет, как говорится. Они говорят, голос услышишь, шепот, ты с этого местечка уходи. Причем подсказали мне по-хорошему. Это прям, ну, люди уважаемые, между прочим, на канале. Я просто не знал, что они это... Вот. И говорит, потихонечку оттуда уходи. И, значит, у нас с тобой ничего не предвещало беды, да? Помните вот эти вот голосочек-то, вот это, когда разбор был? 3 слова сказано. Да, там тоже вот этот вот голосочек. И я почему-то сейчас вот так вот все это складываю в голове, припоминаю, и мне все меньше и меньше хочется заново на заброшечки ходить. Потому что почему-то я припоминаю вот эти всякие голосочки, благо они в повторе были слышны, да, а то бы я оттуда седой вышел. Да, это очень неприятно. Хотя я этот оптимист, пессимист, сука, скептик, вот, да, я ни во что вообще не верю. Детскую комнату. Некоторые говорят, что если прислушаться, это звучит как шепот детей или людей, которые молятся. Еще более странности добавляет этой заброшенной церкви то, что на полу полным-полно мертвых насекомых, от червей до других жуков. Все они растягиваются по ковру. Активист, да, активист. Делайте сами вывод об этом месте и об этом видео. Пишите в комментариях. Ужасающий и душераздирающий случай произошел... Я вспомнил. Сейчас это опять в комментариях напишет. Уберите у него мышку из-под руки. Привет, попробую сыграть в Happy From. Значит, мне этот Давич что пишет? Помните, я вам говорил на предыдущем ролике, думали, забыл? Как обычно забыл, да, старый, ничего подобного. Вот, я выбрал 2 канала, в следующий раз посмотрю. Вы мне порекомендовали каналы, помните, на предыдущем ролике? Сказали, Лешка, посмотри, мой хороший, там смешные, хорошие каналы, интересные. Ну, если вы будете их смотреть, будем на постоянке их глядеть. Да, и напоминаю, те, чьи каналы мы идеи возьмем, я лайкну, он попадет в следующий ролик, вот так вот. Да, а еще кружку ему в подарок, да. Да, и кто-нибудь из админов ему приедет в реках Амазонки. Это 44-летняя исследовательница Дейзи Туло. Она изучает дикую природу в джунглях Амазонки. Произошел непредвиденный и ужасающий случай. Девушка... Бля, вы видели здесь, что в Австралии было? Ёб твою мать. Я, если получится, закину это в монтаж. Где-то не видел, где. Семья домой пришла. Ты понял? Семья домой пришла. А там с крыши на дерево, на тую, блядь, ползет змея. Змея толщиной, там я не знаю, что это такое, анаконда, чи кто. Да, во, анаконда, люди видели тоже. А они стоят такие, говорят, ползет, говорит, нормально. Ну что там, шланг там не видно ни конца, ни края. Я вот думаю, а что бы было, если вот так вот домой идешь, пожилой питон. Представляешь, домой вот так вот идешь, да, ну, поднабрал, ну, потому что пятница, а хули нет. А тут ползет питон. Тогда, внимание, вопрос, господа знатоки. Хорошо, что, бля, коровы не летают. Да, потому что если бы у нас такие питоны ползали, страшно, очень страшно, честно говорю. Находилась на небольшом мосту, проходящий через реку. Она заметила огромного крокодила и решила его в процессе кормления сфотографировать, но оступилась и упала прямо к нему в воду. Оренокский крокодил тут же напал на женщину, утопил ее и позже съел. Если мозгов нет, то, ну, бестолковая, ну, 44 года. Пошла кормить крокодила. Оступилась, упала. Покормила крокодила.
Миссия выполнена, миссия выполнена. Ачивку дали? Дали. Все. Новые достижения открыты. Молодец. Данные кадры были сняты коллегой, который обнаружил мертвую напарницу спустя 10 чё минут там? в пасти крокодила. Ну хорошо. Прибывшие спасатели нашли этого крокодила спустя несколько дней. Ну за что? За что? Подождите, каждый сделал свою эту. Крокодил сидел, никого не трогал, хотел похавать. Так? Так. Баба говорит, пойду покормлю крокодила. Покормила? Покормила. Ну что недовольны это все? Эти кадры похожи на сцену из самого жуткого хоррора. Монстр утаскивает человека в бездну под воду, чтобы его съесть. Оригинал видео без блюра, без замыливания и с более подробной информацией вы можете посмотреть прямо сейчас в нашем телеграм-канале Чизоид. Прямая ссылка в описании под видео. Ну не знаю. Ну съели и съели, что бухтеть. 23 июня 2020. А кто хочет поддержать, может зайти на Бусти и подписаться. Платно или бесплатно. Добрый вечер. 2003 года человек по имени Пабло исследовал Пабло лес со Эскобара. своей собакой, когда внезапно они увидели вдалеке странное здание. Блять, внезапно, вот иду я со своей собакой, я Пабло, я пожилой Пабло, блядь. Вот иду, и внезапно, как говорится, вдруг откуда ни возьмись, появился кто? Правильно, Рот и... Да. И вот, пожалуйста, два здания. Ну вот внезапно вот они появились. Пабло и его Да. верный друг подошли к этому таинственному зданию, которое по какой-то причине было построено посреди безлюдной поляны. Они подходят поближе к месту, Храм или что-то? прежде чем внезапно остановиться, как вкопанные. Пабло не может этого объяснить, не может избавиться от ощущения, что что-то зловещее находится в этом здании. Видео, которое снял Пабло, было снято через несколько дней после того, За как Пабло. он пришел сюда первый раз. В первый раз, когда он здесь был, он задумался о том, что дом, вероятно, проклят. Компотик Стоит шикарный. упомянуть, что ни разу в любом из предыдущих исследований Пабло камера не работала со сбоями, за исключением этого случая. Хотя это может быть совпадением. Но сейчас не об этом. В этом видео можно сразу понять, что что-то сверхъестественное находится в этом месте. Во время второго визита что-то случилось, да такое, что заставило его довольно сильно напугаться. Ну чего случилось-то? Пап, Хаски, что ли? Или маламут? Сидят лесник и турист. Один другого спрашивает, знаешь, что такое нюанс? Вот смотри, я иду кормить волков, и ты идешь кормить волков. Но есть нюанс. wow. Pequeña espina. Cae, Draco. Cae acá. Ah, bueno. Tenemos una escalera. Ну чё, ну обычное здание. Sí, definitivamente se nota Это que знаешь анекдот из той же самой оперы. Это как это? Два клоуна друг друга долбят, да. Один другому говорит, Серег, что-то не смешно. Классика, но никогда не стареет. bueno, es muy baja la entrada. Wow. Draco, vení. Bueno, definitivamente no quiere entrar. Es por algo. Vení, Draco. Realmente me siento como... Не-не-не-не-не-не, вот здесь вот гонево. Смотри, когда собака что-то боится, она себя ведет немного по-другому. Она начинает, ну, паниковать, лаять и так далее. То есть, когда что-то он увидит. А когда вот это вот всякая карусель, ну, типа, ну, просто он остановился и скурит. Ну, не хочет он идти. Не верю. Bastante acelerado el pulso. Deus Vult. Hay una energía definitivamente fuerte. Draco, vení, él me sigue todo. Vení, entra.
Eso. No. Да не, ну просто не хочет. Bueno, me voy acá. Me voy acá. Me voy acá porque no. Me estoy empezando a sentir bien. Это заброшенное здание, которое, по-видимому, является старой церковью, оставило не только Пабло в беспокойстве, но и его собаку. Драко, кажется, категорично не решается зайти внутрь, при этом сильно скулит, хотя до этого, мы видим, он без проблем гуляет на улице и слушается хозяина. По какой-то причине внутри церкви он боится находиться. Перенесемся на несколько дней позже. Пабло вернулся в это место в ночное время. Драко тоже с ним. Так, а вот это уже так же, как и интереснее, раньше, может быть. что-то происходит, что Пабло позже не может объяснить. Ну, вообще, если это храм какой-то заброшенный, не, ну, вообще можно там что-нибудь, да, наткнуться. Poco nervioso, debería decirlo. Vení, Draco, vení. Да не хочет он туда идти, какая разница, день или ночь. Draco, por fin subió. Vení. ¿Qué pasa? ¿Por qué no querés estar acá? Vení. ¿Qué hay? Draco. Draco. Vení. Драко в очередной раз не хочет Просто туда ушел и заходить ушел. и чувствует внутри что-то пугающее для него. Что думаете? В исторический момент, который привлек внимание всего мира, 26 Непонятный момент. июля 2023 года, 3 свидетеля предстали перед Конгрессом, чтобы поделиться своим опытом с неопознанными летающими объектами. Свидетели Я говорил про это. Сука, я про это говорил. Слушайте. в том числе бывший пилот ВМФ, командующий ВМС в отставке и бывший представитель разведывательного сообщества. Я напоминаю, что там с этим очень строго. И если они начали говорить, то есть, ну там, чего шапку доставай, там это все есть. Я вам сказал, что скоро будет контакт. Вы мне не верите, уже 7 лет говорю. Блять. Свидетельствовали о загадочных объектах, встречающихся в воздухе, О! частые наблюдения необычного пилотами и о предполагаемой тайной правительственной программе, связанной с обнаружением инопланетных космических кораблей. Бывший пилот ВМФ и командующий ВМС в отставке Дэвид Фравор рассказывал о своей встрече с объектом в форме тик-така, который завис прямо над океаном, только чтобы ускориться Кого? и резко исчезнуть. Послушайте. As we proceeded to the west, the air controller was counting down the range to an object that we were going to, and we were unaware of what we were going to see when we arrived. The controller had told us that these objects had been observed for over 2 weeks, coming down from over 80,000 feet, rapidly descending to 20,000 feet, hanging out for hours, and then going straight back up. For those who don't realize, above 80,000 feet is space. All 4 of us, because we were in F-18Fs, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down a small, saw a white tic-tac object with a longitudinal tic-tac. axis pointing north-south and moving very abruptly over the water, like a Ты не о тик-таке над водой думай. Тут недавно над Луной, ты видел, пролетело что? Пожилая это, баржа, блядь. Там посчитали масштаб 19 километров, ёпта. Там как его, батон в Старкрафте прилетел. Там охерели все. Его в дудку видели, в трубу подзорную, видел? Видал? Пролетела шляпа, все стояли, все охерели. Вылетела там это. Ну такая боржа, ёпта, там я тебе, ёпта. Он говорит, что-то он маленький, там соотношение 1 к миллиону, блядь. Там перевели, я тебе говорил, ведь вот видишь, вот я тебе говорил. Где? К Луне, мимо Луны 2 таких крейсера белых пролетало. А, блядь, там приблизили, там охерели все. Чего, вы не знаете, что ли? Там, блядь, 2 таких батона пролетело, мама, не горюй.
Пока не доказано. Чего не доказано? Люди в трубу, в обычную подзорную видели. X20 всего кратность. Все уже, блядь, тихо. Те пока не десантируются, с тобой за руку не поздороваются, ты не поверишь. Дурак неумный. ping-pong ball. Они есть, они с нами, у меня контакт был вчера We вечером continue down another с одной из них. 270 degrees nose low where the tic tac, or we considered 270 degrees to where, and we went nose low to where the tic tac would have been. As we pulled nose onto the object, within about a half mile of it, it rapidly accelerated in front of us and disappeared. Our wingmen, roughly 8,000 feet above us, lost contact also. Наиболее впечатляющие показания были получены от бывшего офицера разведки Дэвида Груша, недавно обнародованный со своей учетной Ля, блядь. Ля. записью. Груша заявил, что правительство США Вам не кажется, что он себя как-то очень странно ведет? Смотри. Это засланный из тик-така казачок. Рептилоид в обличии человека. Бля, загадка раскрыта. Я разгадал все. И он за счет своего биополя влияет на мужика, который у микрофона, чтобы он ничего не сказал лишнего. Потому что раса рептилоидов, она... недавно обнародованный со своей учетной записью психосоматики. Транс эти. Мутанты, блядь. Груша заявил, что Он не моргает, сидит, сука! правительство США провело десятилетия в секретной Он вообще... операции по спасению разбившихся таинственных транспортных средств Он как моргает? нечеловеческого происхождения. По его словам, правительство даже пыталось реконструировать некоторые из этих наземных технологий. Послушайте, как Груш описывает секретную команду, которая восстанавливает нечеловеческие биологические организмы после одного конкретного инцидента. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Чего? У него баба спрашивает, если вы утверждаете, что аппарат разбился, а где пацаны из аппарата? А этот ей отвечает. Я уже публично заявлял в своем интервью News Nation, биологические организмы прошли некоторые этапы выздоровления. XCOM 3, да, сука? Я еще вторую не прошел, подожди, родной. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Продолжая, он рассказывает о своих личных встречах. I can't get into the specifics in an open environment, but at least the activity that I personally witnessed, and I have to be very careful here, because you don't, I tell you never to acknowledge tradecraft, right? So what I personally witnessed myself and my wife was very disturbing. То есть они вместе со своей женой любят наблюдать. И оно у всех вкусы разные, сорян. Дэвид Груш утверждает, что правительство США узнало о нечеловеческом интеллекте еще в 1930-х годах. Он признал, что знает тех непосредственно... Встречается как-то инопланетянин и неформал на улице. И инопланетянин у него спрашивает: слушай, брат, а почему я зеленый, а ты голубой?
Все очень просто, отвечает неформал. Просто ты с Марса, а я просто в жопу. Ты на ходу их придумываешь? Скажи мне честно. Дурак. Знакомых, которые являются нечеловеческого происхождения, но не может раскрыть их имена публично. Это же Он сотни говорит, тысяч что вся человек увидят. информация намертво засекречена сумасшедший. правительством. Такие серьезные мероприятия на правительственном уровне и такие громкие заявления влиятельных людей под присягой заставляют даже скептиков поверить в инопланетян. Вряд ли с такими заявлениями они могли просто так поставить на кон свою репутацию. Это свидетельствует о их убежденности. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. Поздно ночью медсестра и медбрат в детской больнице сталкиваются с чем-то довольно жутким. Слушай, ну это сказано под присягой. Это сказано в официальных источниках. Что они спасли пацанов с этого, с инопланетного, блядь, батискафа. Ёпта. Как так-то? А чё все молчат? Они только закончили проверять своих пациентов, когда внезапно начинают нервничать. То, что происходит дальше в этой детской больнице, по меньшей мере, жутко. Смотрите. Чего там? ¿Qué pasa? No, salí de la pieza de las 4, no sé, mi esposo cuando salí tenía otra. Cuando vine para acá, se me empezó a pegar, boludo. Me pegué un cagazo y ahora lo veo. Esa es la estática, boludo, pero está lejos. Está viniendo para acá. Ay, la concha de la lora. Я тоже раз напился на речке. Давно уже. И тоже просыпаюсь и чувствую что-то в руке. Думаю, блядь. Оказался огурец. На речку больше не хожу с друзьями. La pibita de la camacita me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero se viene para acá, pelotuda. Блять, одному руку трогает, второму ногу нечто невидимое трогает. Ну подставьте что-нибудь другое, кайфаните все вместе. Чего вы все не то подставляете-то, бестолочи, блядь. ¿Está prendido el aire, algo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que Чего, sí. летает шарик? Vamos para adentro, Me boludo. fui a la mierda, la No, la concha de concha. la lora. Ahí está. Que Asomate, pase boludo. largo, boludo. ¿Ves? La concha de la lora. ¡Ay, la No, puta que te parió! В холле оранжевый шарик двигается прямо на них. В коридоре сквозняка нет. Он периодически поднимается и опускается. А самое жуткое поворачивается за угол. Все там верят, что дух ребенка перемещается по больнице с шариком в руках. Ты совсем с ума сошел? Двигающуюся руку призрака засняли в упавшем с обрыва автомобиле. На днях было выложено видео, на котором из глубокого оврага доставали упавший туда с дороги автомобиль. Водитель упал в этот овраг с большой высоты, не справившись с управлением на дороге, и сразу же погиб. Тело его извлекли из машины несколькими днями ранее. Однако на видео прекрасно видно, как в окне заднего сиденья при подъеме машины из оврага мелькает белая и с виду человеческая рука. Кау. Человеческая рука. Кау. Вы там, блядь, кого достаете-то? Когда Легко. автомобиль поднимает из оврага, в окне заднего сиденья сразу видно что-то белое. Четыре пальца, четырехпалый или что?
Да и рука что-то какая-то небольшая или... Хотя, если машина много там пролежала, может быть, кто-то туда залез. Игра света, да. Сразу видно что-то белесое, но оно не двигается. Через пару секунд оно оживает, превращается в человеческую руку, делает какие-то движения пальцами, после чего исчезает в темноте машины. Автор видео пишет, что он не может понять, что это такое там мелькает, но в комментариях многие отмечают, что это похоже на руку человека, и это точно не игра света и тени. Видео Игра с поездом-призраком света. сейчас стало очень вирусным. О, Есть это видео, видел. где несколько людей приходили в определенное время, 22:10, на железную дорогу в Санта-Розе и слышали, как на большой скорости проезжает поезд. Его не видно, но слышно. Ощущается вибрация на рельсах и поднимается сильный ветер. Было такая эффекты, будто поезд едет. Pues ya nos quedamos un rato aquí esperando y efectivamente se empieza a escuchar como si viniera de acá, de lo lejos, y no se ve nada, o sea, no hay nada, no viene nada. Хочешь, я расскажу тебе сказочку про паровозик, блядь, который смог? Жил-был один паровозик. Да. Он нес, говорит, винтовки М-16. Ты думаешь, говорит, там, даже когда паровозик, блядь, пустили с рельс, он все равно доехал. Чух, чух, чух. Ты думаешь, блядь, что-то остановило его? Даже когда гуки выкололи ему нахер глаза, блядь. Сейчас начнется. Good morning. Он мне говорит, главное, машинист, я залезаю к нему в кабину, он мне говорит, Буба! Я рук не чувствую. Или ног. Уже не помню. Вот так вот культяпками вот так вот дрыгает, блядь. Я ему говорю, Буба, у тебя их нет. Y se escucha. Creí que era mentira, a ver, vean ese lado, no hay nada, no hay nada. Pero se escucha acá. На рельсы вышел, сбило нахуй невидимым поездом. Причина смерти сбила невидимым поездом. После этого вирусного ролика многие люди ринулись проверять данное событие. Что думаете? Автор видео исследует местный ресторан, в котором происходили ремонтные работы с репутацией призрачных событий. Казалось бы, обычный ресторан. Атмосфера становится пугающей, когда он поднимается на верхний этаж. Смотрите. Oh, it's cold right here. Yeah, don't we? Oh wow, it is really cold right here. What was that? Камера ловит странную тень, притаившуюся в углу соседней комнаты. Так вот он взял из-за угла. Вот так вот, блядь, как шамарнул, сука, ему. Чтоб не пугал. Явно взволнованный он, кажется, не знает, что дальше делать. Как будто эта встреча была недостаточно причудливой, в видео скрывается еще одна маленькая деталь. В самом начале видео мы видим, как оператор проходит мимо кухни. Если присмотреться, то можно увидеть лицо маленького ребенка, заглядывающего в окно. Кого, блядь? В
видео показан света. мужчина со своей женой. Они посещают церковь, где они сталкиваются с довольно леденящим душу происшествием. Сначала это может быть трудно увидеть, но если мы посмотрим еще раз, увеличивая и уменьшая масштаб, можно увидеть, что статуя подмигивает. Многие после данного события начали верить в божественные послания и чудеса. Вот что крест животворящий делает. Подмигивает, блять. Совсем сумасшедшие. Игра света, прекратите меня. Короткий отрывок с камеры видеонаблюдения, установленной на ранчо. Можно заметить очень странное. Хозяин ранчо говорит, что проснулся поздно ночью, услышав громкий шум, доносящийся из одного из загонов. Он сразу же бросился посмотреть, что вызвало шум, и увидел, что загон для животных был разрушен. Не понимая, как это произошло, он просмотрел кадры с камеры наблюдения и был потрясен тем, что увидел. Его животные топчутся за забором, как будто пытаются убежать от чего-то. Затем он смотрит внимательней, и то, что он видит, всех нас пугает. Можно увидеть маленькую фигуру, похожую на тень, движущуюся внутри загона, заставляющую животных волноваться. Кажется, что бы это ни было, Скотт не был знаком с объектом и таким образом вызывает у них панику. Что думаете? Нет, а зачем Серега ночью коня пошел доить? Дурак, нет. О боже. Лошадка аж вывалилась, видел? Если ты досмотрел до конца, если ты досмотрел это видео до конца, Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Я все сказал.